Дорогие сотрудники, добро пожаловать в Skop-Corp видеоинструкции, серию обучающих ознакомительных видеороликов, посвященных нашей компании, ее устройстве и работе, а также процессам, происходящим за стенами наших научных полигонов. Итак, первый ролик из нашего видеоцикла посвящен основе основ, что такое Skop-Corp, кто его основатели, каковы цели преследует Skop-Corp и каково назначение The Thermal Project. Наверное, если вы только прибыли в ряды нашей компании, то были удивлены масштабом влияния Skop-Corp, базе ее сотрудников, насчитывающей на данный момент более 10 тысяч человек, а также ее возможностям в сфере изучения и разработки новых технологий. Но Skop-Corp не всегда была одной из, если не самой влиятельной технологической компанией нашей страны. Еще несколько лет назад, в эпоху распада Советского Союза, Skop-Corp представляла из себя всего лишь мелкое и ни в чем не примечательное научное сообщество, о котором знал только узкий круг людей. История развития нашей компании начинается в 1963 году в Балахнинском районе Нижегородской области. Именно тогда, в возрасте 25 лет, успешно окончив Балахнинский технологический университет на факультете изучения микроэлектроники, молодой и подающий большие надежды выпускник университета Герман Всеволодович Скопер, жаждя внести свой вклад в развитие современной науки, устраивается преподавателем в это же учреждение и основывает собственное научное сообщество. Целями и задачами этого сообщества являлись изучение аномалий Балахнинского района, работы с различного рода системами прочих научных проектов. Так как научное сообщество было создано Германом Всеволодовичем в стенах Балахнинского технологического университета, то его сотрудники состояли в основном из студентов и преподавателей, лично знавших Германа Скопера. В этой локальности заключался основной минус научного сообщества, так как оно не могло найти новых сотрудников за стенами университета, а также не могло привлечь дополнительные денежные средства, чтобы расширяться и проводить более крупные научные исследования. Выход из застоя наступил в 1990 году, когда выросший сын Германа, Дмитрий Скопер, решивший пойти по стопам отца, также отлично закончил Балахнинский технологический университет и вступил в структуру Германа. Дмитрию удавалось информировать о сообществе своего отца все больше и больше людей. Это позволило привлечь в сообщество около сотни новых сотрудников, поверивших в дальнейшие перспективы и амбиции Дмитрия и Германа. Но возможности для роста все еще были ограничены. В 1991 году, после распада Советского Союза, Германом и Дмитрием было принято принципиальное решение стать чем-то большим, чем просто научным сообществом. Было накоплено достаточно средств, и Дмитрию Скоперу наконец удалось официально зарегистрировать целую научную организацию, названную Skop-Corp, в честь фамилии ее владельцев. Регистрация позволила получить более широкие права на научные исследования, привлекла инвестиции, благодаря чему бывшее научное сообщество смогло уже не теоретически, а на практике заняться разработкой микропроцессоров, а также привлечь еще больше людей в свои ряды. Тем не менее, Skop-Corp пока еще не стала той развитой корпорацией, сотрудничающей с государством, которой она является сейчас. Наряду с успехами при регистрации компании пришли очень серьезные проблемы. За год экономическая ситуация в стране ухудшилась, пришел экономический кризис, последствия которого отразились и на Skop-Corp. Трудности с выплатой зарплат, увольнение сотрудников, деградация технического оборудования, нехватка компонентов для разработки микропроцессоров, а также потеря перспектив для дальнейшего роста и развития неутешительно сказались на атмосфере в компании.
Казалось, что еще немного, и Скоп-Корп придет конец, но 30 марта 1992 года на дне Балахнинского озера Кузьмияр-2 был обнаружен метеорит, представляющий в связи с условиями его обнаружения огромный интерес для нашего государства. По воле счастливого случая, известие о Скоп-Корп, целой исследовательской компании с огромным опытом работы и близостью к обнаруженному объекту, которому дали кодовое имя «Зермал», дошло до Федерального центра Российской Федерации, который нуждался в срочном изучении объекта. По личному указу президента РФ со Скоп-Корп был заключен взаимовыгодный контракт, подразумевающий с одной стороны детальное исследование метеорита, а с другой любое финансирование, необходимое компании для качественной работы. Неожиданное сотрудничество с государством позволило Скоп-Корп существовать дальше и создало новый импульс для развития. Германом и Дмитрием Скоперами было принято решение о создании внутри компании особого научного подразделения The Thermal Project, занимающегося исключительно исследованиями метеорита. В него вошли только самые значимые сотрудники Скоп-Корп, на данный момент их число достигает 50 человек. Вокруг Кузьмияра-2 был организован и обустроен научный лагерь, позволяющий The Thermal Project качественно проводить все свои исследования. Для Скоп-Корп это был тернистый путь, длиной в 30 лет, который привел нашу компанию к тому, что она имеет прямо сейчас, и мы рады, что вы готовы стать частью нашей большой команды. Спасибо за просмотр первого выпуска серии Скоп-Корп, видеоинструкций, посвященной сложной истории становления нашей компании. И помните наш главный слоган «Скоп-Корп для всех». Инновации для всех.